Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Узорчиков очень много, поэтому заглядывайте в плейлисты. Для вашего удобства все узорчики скомпонованы по отдельным плейлистам. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите свои комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда выйдет новое видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, девчата и ребята, огромнейший вам привет. Спасибо вам большое за ваши комментарии, за ваши отзывы, за вашу фантазию, за теплые слова. Очень приятно. Много городов, много стран. Я к вам с новым узорчиком. В моей палитре, так скажем, цветов появился вот такой вот цвет. Это ниточки Yarn Art Baby. Кто уже знает, это стопроцентный акрил. Цвет очень интересный, 805. Так, новички, смотрите. Стопроцентный акрил, в 50 граммах находится 150 метров. Так, и что нам говорят производители по поводу крючка? Они нам говорят, крючок берите 3,5 миллиметра. Так, вот, мы берем крючок 3,5 миллиметра. Так, и приступаем к нашему очередному узорчику. Итак, кто давно на канале, знают, что я делаю небольшие образцы буквально в районе 30 петелек. Сегодня мы с вами сделаем, у нас узорчик будет равняться 4 петелькам, и мы с вами сделаем раппорт 33 петли. Давайте начнем вот с такого цвета, снова он такой песочно-коричневый, очень приятный, очень нежный цвет. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем ниточку фиксации. Так. Ее при наборе петелек мы не считаем. Угу. А потом набираем 33 воздушные петли. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Угу. Вот наш будущий образец. Сейчас мы делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. И пропускаем, да, вернее, считаем от крючка 5-ю петельку. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. И вот в 5-ю петельку мы вводим крючок с накидом, вытягиваем ниточку и провязываем наш столбик с накидом. Раз. Понятно? Вот эти 3 петельки, это у нас имитация столбика с накидом. То есть мы уже, получается, 2 столбика с вами провязали. Далее, следующую петельку нашей цепочки, да, нашей косички, вводим крючок, провязываем столбик с накидом. Следующую петельку точно так же столбик с накидом. И так далее, и так далее. Давайте провяжем с вами весь первый ряд столбиками с накидом для удобства. Потому что дальше пойдет немножко такой ажурненький узорчик, чтобы вы не запутались в петельках, да, не нервничали, не переживали. Для начала мы наберем весь ряд столбиками с накидом. Договорились? Все, давайте, новички, отрабатывайте, как провязывать столбики с накидом. Мастера, мастерицы, быстренько привяжите и приступайте непосредственно к узорчику. Раз мы набирали с вами 33 воздушные петельки, то должно получиться 33 столбика с накидом. Понятно, да? Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, надеюсь, у всех получилось. Вот такая вот красивая дорожка. Что делаем дальше? Дальше мы уже начинаем непосредственно узорчик. И хочу предупредить, что узорчик у нас будет каждый ряд новый цвет. Я вам покажу, как можно сделать переход на новый цвет, не отрезая ниточку. Угу, чтобы у нас ниточки сохранились. Итак, делаем 2 воздушные петельки, поворот. Теперь по узорчику надо сделать 1 воздушную петельку. Есть. Получается, мы с вами 3 петельки воздушные сделали. Далее мы пропускаем 1 столбик и в следующий столбик провязываем столбик без накида. 1. 1 воздушная петелька, столбик 1 пропускаем, в следующий столбик, столбик без накида. То есть формируем вот такие вот маленькие окошечки, да, вот они вот, совсем маленькие, видно только вам. Дальше воздушная петелька, точно так же пропускаем столбик и следующий столбик, столбик без накида. Все, и вот таким вот образом до конца ряда. Понятно? Вот поэтому нам необходимо нечетное количество петелек, чтобы у нас тоже петелька была, чтобы закрыть ряд. Все, до конца ряда. В конце ряда я встречаю. Угу. Давайте. Итак, смотрите, провязали до конца ряда. Последняя воздушная петелька. И вот мы пропускаем предпоследний столбик. И к последнему столбику, а именно к 3-й петельке подъема, присоединяемся. Вытягиваем ниточку. Провязываем столбик без накида. И, смотрите, делаем вот так вот петельку. И оставляем ее.
для того, чтобы мы с вами начали новый цвет не с этой же стороны, где закончили цвет, а начнем с другой стороны, да, с самого начала. Потому что мы провяжем новый цвет, и здесь мы должны будем переключиться на наш коричневый. То есть новый цвет в моем случае белый, да. Вы можете, конечно, вязать одним цветом, то есть на ваше усмотрение, 3-4 цветами, как бы, ну, вас никто не ограничивает. Смотрите, делаем петельку фиксации. Так, раз. И переключаемся. Там, где у нас начало ряда, там, где у нас было 2 петельки подъема и 1 воздушная петля, вот мы присоединяемся к петельке подъема. Вот таким вот образом. Вытягиваем ниточку. Сейчас, секундочку. В петельку именно надо. Ниточку вытягиваем. И сразу же провязываем петельку, которая была на крючке. Все, присоединились. Далее по узорчику делаем 2 петельки подъема. Раз, два. А теперь смотрите, будем работать непосредственно вот в тех арочках, в тех окошечках, которые мы с вами делали. Угу. Итак, накид. Ввели крючок в арочку, в окошечко и провязали наш столбик с накидом, но не полностью. Так, на крючке 2 петельки, накид. Точно так же ныряем сюда же, вытягиваем ниточку и провязываем опять 2 петельки. То есть столбик с накидом провязываем не полностью. Когда на крючке 3 петельки, мы их провязываем вместе. Есть. Так, воздушная петелька. Опять накид. Мы перепрыгиваем через столбик без накида, ныряем вот в эту арочку из воздушной петельки. Раз, провязываем полустолбик, да? Вернее, столбик неполный. Точно так же 2. Так, и когда на крючке у нас 3 петельки, мы провязываем их вместе. Воздушная петля и так далее. Следующую арочку опять столбик с накидом провязали не полностью. Накид, нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик не полностью. Теперь все 3 петельки вместе, воздушная петля. И так далее. В каждую арочку мы делаем вот такие вот небольшие, как мы их назовем, даже не шишечки, бубочки, да, но вот такие вот 2 столбика, провязанные вместе с одной вершиной, получается. Все. И вот так вот до конца ряда вы вяжете и формируете наши вот эти вот такие вот шишечки. Все. Шишечка, воздушная петля, шишечка, воздушная петля. Ничего сложного. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот такая получается аккуратненькая красота. Так, сделали последнюю нашу вот эту шишечку-бубочку, как мы ее назовем, да? Воздушная петелька. И заканчиваем. Смотрите как. Мы присоединяем, получается, нашу вот эту коричневую петельку. Одеваем тут же на крючок вместе с белой. Потому что нам необходимо переключиться на коричневую ниточку. Вот так вот аккуратненько подтягиваем, чтобы сильно не зажулькать. И, получается, провязываем их вместе. Раз, все, мы переключились. Видите? Ровненько, аккуратненько у нас получилось. Что делаем дальше? Дальше по узорчику мы работаем с коричневой, да, в моем случае ниточкой. Делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И вот сейчас мы с вами перепрыгиваем между вот этими первыми 2 шишечками вот в эту арочку. Делаем накид. И вот в эту первую арочку ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз. Сюда же столбик с накидом 2. И сюда же столбик с накидом 3. Так, как бы такой полувеерочек. Дальше делаем 1 воздушную петельку. И, естественно, пропускаем, получается, вот эту арочку следующую. И сразу же переходим в следующую арочку. Понятно? То есть через арку перепрыгнули и делаем опять 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Понятно? То есть получается, между первой и второй сделали веерочек. Между второй и третьей пропустили, да, у нас только 1 воздушная петелька. Между третьей и четвертой сделали опять веерочек. Далее продолжаем точно так же. Воздушная петелька. Следующую арку пропускаем. Будем вязать вот в этой арке. Опять делаем 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Опять воздушная петля. Следующую арку пропускаем. Провязываем следующую. Так. Через арочку прыгаем. Раз, два, 3. Угу. Вот. И таким вот образом вы шагаете до конца ряда. Договорились? Давайте. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Несложно. Так, смотрите. Провязали до конца ряда. Да? И у нас получается, заканчивается ряд. Делаем столбик с накидом. И вот мы с вами делали, получается, петельки у нас были подъема, 2 петельки. Вот в эту вторую петельку вводим крючок.
вытягиваем ниточку, провязываем, как обычный столбик с накидом. Раз, раз, все. Далее вот так вот петельку сделали, чтобы наше вязание не расплелось. И переключаемся на белую ниточку. Да? Мы же договорились, каждый новый ряд новым цветом будет у нас. Итак, переключаемся. Вот у нас были, получается, петельки подъема. Да? В последнюю петельку подъема вводим крючок. И аккуратненько вытягиваем нашу ниточку. Сильно ниточку белую не тянем, так, чтобы не зажулькать край. Вы можете, конечно, в этом случае здесь переключаться вообще на новый цвет. Да? То есть это не принципиально, что узор будет именно двухцветным. Он может быть и 3- и 4-цветным и так далее. Далее, что мы с вами делаем? Мы с вами делаем 2 петельки подъема. Раз, два. И далее с вами делаем накид. Вводим крючок сюда же, вот так вот. И провязываем сразу же. Раз, все петельки. Это у нас будет такой полустолбик. Воздушная петелька. Дальше накид. И смотрите теперь внимательно. Вот у нас была арочка между 4 вот этими нашими веерочками коричневыми, да? Вот это первая арочка из воздушных петелек. Мы как бы проваливаемся в нее, вытягиваем ниточку, провязываем все 3 петельки сразу же. Раз. А дальше смотрите, накид. И мы с вами опускаемся вниз до белой ниточки. Понятно? До белой. Вот так вот вытягиваем ниточку, подтягиваем ее, да, до уровня нашего столбика. И провязываем как столбик с накидом. Раз, раз. Понятно? То есть вот мы подтянули как бы белый ряд к нам. Накид и опять возвращаемся сюда же, вот в эту же арочку, и провязываем опять такой же полустолбик. Раз, и все. Угу. Дальше что мы делаем? Воздушную петельку и ныряем в следующую арочку из коричневого, между коричневыми веерочками. Полустолбик с накидом. Раз. Дальше столбик с накидом. Вот, захватили за белый ряд, подтянули, чтобы сильно ряд не зажулькать. И провязываем как столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Накид. И опять сюда же в арочку нырнули и провязали вот такой наш полустолбик. То есть сделали накид, а потом провязали все вместе. Видите? Должно получаться вот так вот. Дальше идем. Еще раз повторим. Воздушная петелька. Ныряем в следующую арочку коричневую. Накид. Вводим крючок в арочку, вытягиваем ниточку и провязываем сразу все вместе. Раз. Накид. Опускаемся до белого ряда. Берем ниточку и подтягиваем аккуратненько, чтобы край у нас, ну, как бы наше вот вязание не было зажульканным. Провязываем как столбик с накидом 2 петельки, 2 петельки. Накид. И сюда же ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем сразу все петельки вместе. Все. И так далее до конца ряда. Да? Вот у вас должна получиться такая красота. Вот такие вот человечки начинают вырисовываться. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, провязали практически до конца ряда. И вот в последний, получается, наш столбик, да, вот это именно коричневый. Мы вот в эту арочку провалились, сделали полустолбик. А далее делаем накид. Давайте и провяжем вот так вот наш коричневый, получается, да, столбик. Смотрите, провязываем столбик, 2 петельки, а затем переключаемся на коричневую ниточку. Так, в следующий раз, потому что будет коричневый. И вот так вот коричневой ниточкой дальше провяжем. Оп, и присоединились. Понятно? Все, аккуратненько, ровненько, по узорчику. Что делаем дальше? Дальше 2 петельки подъема. Раз, два, поворот. И теперь делаем одну петельку воздушную по узору. То есть по итогу получается с краешку здесь 3 воздушные петельки. Дальше смотрите. Ныряем вот в эту арочку, которую мы делали из воздушных петелек, так, и провязываем здесь столбик без накида. Есть воздушная петелька. А дальше мы с вами, смотрите, ныряем, получается, делаем накид. Вот наш длинный, который мы делали столбик, да, вот так вот до белого ряда. Мы, получается, должны захватить вот этот вот столбик, вот так вот. Будем провязывать рельефный лицевой столбик с накидом. То есть у нас столбик находится перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем, как обычный столбик с накидом. Раз, раз. Воздушная петля. Дальше. Опять делаем в эту арочку столбик без накида. Воздушная петля. Вот в этот длинный столбик провязываем, как рельефный лицевой столбик с накидом. Раз, раз. Еще раз. Воздушная петля. В арочку ныряем столбик без накида. Воздушная петля. В длинный столбик провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Угу. Вы уже умеете рельефные лицевые провязывать, да? И так далее. Воздушная петля. Опять провязываем столбик без накида. Воздушная петля в длинный вот этот вот белый столбик. Захватываем его сзади наперед. Столбик перед крючком. И провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. И так далее до конца ряда. Вот.
должно получиться вот таким образом. Давайте. До конца ряда, в конце ряда я вас встречаю. Так, получилось. И дальше, смотрите, мы провязали столбик без накида вот в эту арочку, воздушную петельку сделали и присоединяемся к последним петелькам нашего подъема предыдущего ряда. Вот так вот ныряем в нашу петельку и провязываем столбик без накида. Но при этом провязываем таким образом, что мы должны будем переключиться на белый цвет, да? То есть провязали, вытянули петельку. Угу, как всегда. Все. Дальше идем белой ниточкой. Если внимательно посмотрите, то вот этот вот ряд, который мы с вами только что провязали, это и был наш первый ряд после вот этих вот столбиков с накидом. Первый ряд, где мы провязывали столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля. Поняли? То есть вот это вот он сейчас и есть. То есть сейчас у нас по узорчику будут наши вот эти вот белые бубочки. Да? Давайте. Итак, наша задача с вами сейчас переключиться на вот эти вот белые бубочки. Поэтому там, где у нас здесь с вами были петельки подъема, помните, 2 петельки подъема и воздушная петелька. Вот во вторую петельку подъема вводим крючок, вытягиваем нашу ниточку беленькую, сильно не тянем, чтобы край не зажулькать, да. Делаем 2 воздушные петли и сразу же вот нашу вот эту арочку ныряем и провязываем наши вот эти вот бубочки. То есть неполный столбик с накидом, накид, еще раз сюда нырнули, провязали опять неполный столбик с накидом, далее все вместе провязали, воздушная петелька. И шагаем в следующую арочку из воздушной петли. Угу. Провязали неполный столбик с накидом, еще один неполный столбик с накидом, 3 петельки вместе провязали, воздушная петля. И опять следующая арочка, опять накид, провязали только 2 первых петельки, накид, провязали только 2 первых петельки. Все вместе, воздушная петля. И так далее, не пропускаем ни одну арочку. Мы шагаем в каждую арочку, которую мы делали в предыдущем ряду, из воздушной петельки. Все, несложно. Согласитесь, да? Опять воздушная петелька. И так далее, и так далее. Давайте самостоятельно до конца ряда, потому что вы уже ряд такой вязали. А в конце ряда я вас встречу, покажу еще раз, что мы будем делать дальше. Угу. Давайте. Так, очередные наши шишечки-бубочки готовы. Провязали последнюю шишечку и делаем накид. И вот наш последний столбик без накида, который был в коричневом ряду, да, провязываем столбиком с накидом, но, смотрите, провязываем первые 2 петельки, а остальные, получается, 2 петельки мы вот так вот вводим нашу коричневую ниточку, так, и можем провязать вот так все вместе. Все, переключились на коричневую ниточку. Аккуратненько, ровненько. Что делаем дальше? Теперь мы будем провязывать с вами вот такие же веерочки. Помните, да? То есть у нас все, узор начинает повторяться. Вот именно непосредственно, когда наши бубочки начинают вязать, да, мы начинаем вязать. То есть он начинает повторяться с коричневого ряда, но тут немножко изменения, да? Тут у нас был рельефный лицевой столбик. Все, дальше повторение. Итак, веерочки, вспоминаем. Мы делали 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И 1 воздушная петелька по узорчику. А дальше мы с вами перепрыгивали в следующий, помните? Мы перепрыгивали в следующую нашу арочку, вот эту вот из воздушной петельки, провязывали 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, воздушная петля. Арочку одну пропускаем, в следующую провязываем еще таких же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, воздушная петля. Опять арочку одну пропускаем, в следующую провязываем наши 3 столбика с накидом. Вот эти веерочки у нас получаются. Да? То есть вот вы будете смотреть на предыдущий ряд. Вот он, предыдущий ряд. И точно так же продолжайте здесь. Да? Давайте до конца ряда точно так же, как вы провязывали здесь. У вас получится. Вот. Начинает еще больше вырисовываться наш рисунок. И после веерочка мы с вами цепляемся, делаем накид. За последнюю петельку, у нас здесь была петелька подъема. Так. Мы цепляемся за эту петельку аккуратненько. Люблю за 2 петельки, чтобы не торчали. И провязываем наш столбик с накидом. Вот таким вот образом, воздушная петелька. Так, чтобы у нас торчик не разошелся. И переключаемся опять на белую ниточку. Вспоминайте, белой ниточкой мы с вами вязали вот такие же веерочки, да, но с удлиненным таким столбиком. Итак, сейчас наша задача присоединиться к 3 петельке подъема предыдущего ряда. Аккуратненько, не тянем сильно белую ниточку, чтобы край наш был ровненький. Дальше делаем 2 воздушные петельки, накид, и сюда же ныряем в эту же петельку и провязываем полностью вот так вот раз, за один раз 3 петельки. Угу, такой вот полустолбик. Воздушная петля. Дальше. Теперь
Теперь мы с вами переключаемся. Получается, вот перешагиваем наш веерочек и вот сюда переключаемся, там, где вот наши беленькие вот эти вот арочки, да, и провязываем сюда. Вначале ныряем в арочку, провязываем вместе все петельки, полустолбик с накидом. Дальше накид. Опускаемся вот до этого белого ряда. Так, захватываем, получается, за арочку, подтягиваем ниточку, чтобы было ровненько, чтобы у нас узорчик был ровный. И провязываем как столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Вспоминаете, да? Дальше накид. Опять же в эту арочку нырнули, провязали полустолбик с накидом. Есть воздушная петля. И то же самое проделываем дальше. В коричневую арочку нырнули, полустолбик с накидом. В беленькую арочку нырнули, сделали столбик с накидом. Все. И опять в коричневую нырнули, сделали полустолбик. Не забыли воздушную петлю. Ага. Как вам? Вот такой вот вырисовываются вот такие вот человечки, да, не знаю, как назвать. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, провязали до конца ряда. Вот такой вот у нас получается красивый узор. И, смотрите, мы провязываем, получается, заканчиваем как ряд. Вначале мы провязываем в арочку, в коричневую наш полустолбик. Затем делаем накид. И вот именно в сам столбик, вот так вот вытягиваем ниточку. Хорошо? И давайте провяжем ее сразу же провяжем коричневой ниточкой. И так вот мы с вами переключимся на новый цвет. Угу. И аккуратненько, и незаметненько. Да? Красота? Ну, а теперь коричневой ниточкой, да, вот здесь будем провязывать с вами. Коричневую ниточку вспоминаем. Итак, мы с вами делали 2 воздушные петельки подъема, поворот, а затем мы делали 1 воздушную петельку узора. То есть по итогу мы здесь делаем 3 воздушные петельки. Так? И далее мы с вами ныряем в первую вот эту вот арочку из воздушной петельки и провязываем столбик без накида. Воздушная петля. Ныряем, получается, вот наши 3 были беленьких таких вот столбиков. Самый центральный длинный. Так? Захватываем столбик сзади наперед, чтобы столбик был спереди. Вот так вот вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Есть. Воздушная петля в арочку. Провязываем столбик без накида. Воздушная петля. Дальше в столбик в длинный. Вот этот вот белый. Захватываем сзади наперед, провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Все. Все, вы уже видите, что дальше повторение узорчика, да, и вы уже знаете, то есть мы уже второй раз, да, наш вертикальный раппорт один уже провязали, теперь уже второй, да, заканчиваем. И как бы начинаем за счет этого следующий. Итак, до конца ряда провязывайте. Дальше у вас по рисунку, да, по схеме, смотрите. Вот у вас рельефный лицевой был. Дальше по рисунку по схеме у вас тут вот такие вот белые бубочки. После бубочек идут коричневые веерочки. Так? После коричневых веерочков вы рисуете, вяжете белые вот такие вот столбики, да, полустолбики с длинным таким столбиком, который захватывает предыдущий белый ряд. Так? А потом опять идут у вас обычный столбик с рельефным столбиком. Все, весь узорчик. Класс? Класс. И вот так вот несколько рядочков. Смотрите, вы можете взять как за основу, я взяла коричневый, да, а вы можете вот этот вот брать здесь, например, беленький, потом там желтенький, не знаю, красненький, зелененький и так далее. Можете менять, да. Можете, наоборот, оставить основной белый, смотрите, как будет прикольно. А вот это вот, получается, цвет, который у меня коричневый, вы, наоборот, его будете менять, да. Меняете, 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 а белый основной. В общем, фантазии огромное количество. Давайте вырастим наш узорчик, образец на несколько рядочков больше. И посмотрим, что в итоге получается. Договорились? Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Решила остановиться, да, провязала 3 рядочка. В принципе, вяжется легко. Даже еще и обвязала сверху. Очень удобный узорчик тем, что обвязывается одинаково. То есть, если это у вас будет какое-то изделие, например, там плечевое, да, то очень классно вот так вот закончили. Возможно, столбиками без накида, возможно, соединительными петельками. Самое главное, что у вас не волнистый, да, край. Очень здорово. Ну, в принципе, смотрите, как бы, я думала вначале, что у меня будет сторона лицевая почему-то вот эта. Я думала, что рельефные вот эти столбики будут смотреться классно. А потом, посмотрев, да, ну, тут, конечно, кто как захочет. Но то, как по мне, это, наверное, будет лучше. Как вы думаете? Пишите в комментариях. И пока вязала, представляете, что придумала? Вот так вот он вяжется. Вот так вот он тянется, вернее. Думала. Почему-то мне захотелось именно увидеть данный узорчик в прихватке. Представляете? По идее, вязала узорчик для кофточки, да? Возможно, кофточка, кардиганчик, чехольчик и так далее. А тут такая смотрю, думаю, наверное, прихватки дома не хватает, поэтому надо сделать прихваточку. Ну, возможно, квадратненькую, да? Возможно, прямоугольненькую. Петельку сделали вот так вот. А здесь из воздушных, да, петелек. Какой надо? Поменьше, побольше. Сделали петельку. Возможно, обвязали ее. Возможно, так и оставили ее.
Будет интересно. Ну, естественно же, придумать обвязочку. То есть по бокам начинать непосредственно, например, с 3 столбиков, да, с накидом, либо 4 столбиков, чтобы была обвязочка такая классная. Но опять же, я вам говорила, идейка какая. Сделать разноцветные. Слушайте, когда вязала, тоже такая подумала, знаете, на что похоже? Хромосомы. А потом смотрю на верхнюю часть, такая думаю, какие-то египетские иероглифы, да. В общем, интересный узорчик, необычный, не избитый, да. Как бы я такого не встречала. Итак, применяйте разные ниточки, пробуйте, да, потолще, потоньше, разноцветные. Обязательно пробуйте с остаточками, будет шикарно смотреться. Вы можете использовать основной цвет белый, да, ну как бы белый это может быть у вас одним цветом, например, синим, там, зеленым, желтым. А вот коричневый, который я взяла, может быть у вас разноцветным. Либо наоборот, тот, который коричневый, может быть основным цветом, да, например, там, выберите то же самое, либо коричневый, либо желтый, либо зеленый. А вот эти вот крестики, человечки, хромосомики, как назвать, иероглифы, они будут у вас разноцветные. Ну, в общем, вы дизайнеры, вы большие молодцы. Думайте, жду ваших комментариев. Кто, возможно, видел где-то узорчик, возможно, это шарфик, снудик, да, возможно, все возможно. Я надеюсь, видео вам понравилось, да, вы повторите, попробуйте, напишите в комментариях, расскажете. Итак, мы набирали с вами сколько петелек? Получается 33, да, у нас раппорт получается 4 петельки, 33 петельки. Сколько это будет при данной плотности вязания, данным крючком, данной пряжи? 18 сантиметров. 18 сантиметров. А тут у нас получается, если получилось 3 ряда крестиков, да, ну, 2 ряда обвязочки, так скажем. Это у нас, ну, 12 с хвостиком сантиметров, да. Вот так вот будет. Практически 12,5. В принципе, неплохо. Он, конечно, не такой плотненький, да, видите, он с дырочками. Но и он не ажурненький, но интересненький. Пледики, кардиганчики. Будут смотреться шикарно. Угу. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Жду ваши комментарии. А также нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео на канале. И большая просьба, у вас под видео находится стрелочка поделиться. Делитесь в соцсетях со своими друзьями, подружками, да. Заранее спасибо большое. Ну и спасибо большое, что смотрели видео до конца. До новых видео. Всем пока-пока.